Здравствуйте, друзья! Как я понимаю, любителей айвы у нас достаточно много, поэтому хочу предложить вам еще пару рецептов из айвы, правда уже не только для взрослых. Предлагаю вам сделать сорбет, замечательный десерт из айвы, и, как я его называю, мягкое мороженое, которое можно не просто есть, а также добавлять, например, в чай. Для начала нам понадобится сироп. В пачке у меня осталось 290 грамм сахара. Высыпаю его в кастрюлю, желательно с толстым дном, и заливаю небольшим количеством воды. Здесь у меня 140 миллилитров. Вода немножко прикрывает сахар. Ставим на огонь и помешиваем лопаточкой, чтобы сахар быстрее растворился. При варке сиропов сахар размешивать нужно очень аккуратно, чтобы песчинки не попадали на стенки кастрюли и сироп от этого не засахарился. Тем более, что сюда мы не будем добавлять никакую кислоту. Хотя для сиропа, используемого в сорбете, это не столь важно, потому что варить мы его будем совсем чуть-чуть. Сахар растворился, сироп начинает закипать, больше я его не перемешиваю. Сироп почти весь покрылся пузыриками, с этого момента варю 3 минуты. От начала закипания и появления пузырей проходит примерно 5 минут. Как вы знаете, айва имеет кислый вкус, поэтому если вы небольшие любители кисленького, то можете увеличить количество сахарного сиропа, добавляемого в сорбет. Или переходите ко второй части видео, там будет слаще. Вот сироп я выключила и оставляю его остывать до комнатной температуры. После этого мы будем смешивать его с соком айвы. Отжимаем сок из айвы. Делаю я это на быстрой скорости соковыжималки. Семечки из айвы я не удаляла, но, конечно, при желании вы можете это сделать. Сок очень быстро отстаивается, мякоть поднимается наверх. Вот этот объем с мякотью 850 мл за пару минут отстоится. Сока там будет 500 мл. Сироп остыл до комнатной температуры. Сок переливаю в емкость объемом 2 литра. Заполнена она будет не полностью, примерно до половины. Мякоть тоже выливаем туда же, полезности не выкидываем. Перемешивать сок с сиропом я буду миксером на маленькой скорости. Тонкой струйкой вливаем сироп и перемешиваем. Вот такая получается жидкая масса, которую мы будем замораживать и периодически взбивать. Сейчас убираем ее в морозильную камеру. Раньше, чем через 3 часа, ее можно не доставать. Пока займемся приготовлением сиропа для так называемого мягкого мороженого. Пропорции воды и сахара для сиропа примерно те же. Разница здесь будет в густоте сиропа, то есть во времени уваривания. Я взяла 300 грамм сахара и 110 миллилитров воды, чтобы только чуть-чуть прикрыть сахар. Если взять воды больше, то просто придется варить сироп дольше, чтобы он загустел до нужной консистенции. Вот здесь уже важно, чтобы сахар не оставался на стенках посуды, иначе он будет засахариваться. Также размешиваем сахар до растворения и после закипания сиропа уже его не мешаем. Сейчас он еще достаточно жидкий,
Варить я его буду до хорошей нитки. Проверяю сироп, капая каплю на тарелку, а затем растягиваю эту капельку между пальцами. Когда ниточка при растягивании становится уже более плотной, сироп выключаю. На варку этого сиропа ушло у меня около 10 минут. Сироп начинает остывать и при этом густеть. Поэтому заливать в сок мы его будем сразу горячим. Сока я здесь беру гораздо меньше. Чистого сока чуть больше 200 мл. Сока с мякотью почти 500 мл. Сок с мякотью переливаем в чашу, в которой будем смешивать с сиропом. Далее тонкой струйкой при взбивании миксером на маленькой скорости добавляем сироп. У нас также получается жидкая масса. Попробуйте ее на вкус, потому что в этот момент вы можете еще отрегулировать сладость в будущей заморозке, просто сварив и добавив в массу еще порцию сиропа. Тем более, что варится он недолго. Теперь я перелью все это в емкость, в которой буду замораживать. Объем этой емкости 500 мл. Как раз помещается вся подготовленная масса. Закрываю крышкой. Массу не остужаю, она тепленькая. И ставлю сразу в морозильную камеру. Больше с ней ничего не надо делать. До полной заморозки. А вот и наш сорбет. Я его достала через 3 часа, он еще достаточно жидкий. Хорошо перемешиваем миксером его на маленькой скорости и опять убираем в морозильную камеру. Еще 2,5 часа он у меня постоял в морозилке, то есть всего 5,5 часов. Видно, что он уже более густой. Еще его взбиваем. Опять убираем в морозильную камеру. И еще через 1 час, то есть через 6,5 часов от начала заморозки, взбила я его последний раз. Если есть возможность, то, конечно, повзбивайте большее количество раз с интервалом в час. Вот уже сорбет после полной заморозки. Аппетитный, желтый и блестящий. Выкладывать его буду ложкой для мороженого. Ложку предварительно нагрею в горячей воде и насухо вытру бумажным полотенцем. Сорбет получается рассыпчатый. Выкладываем несколько ложек на тарелку. Вот такой красавчик у нас получился. Приятного аппетита всем любителям сорбета. И теперь достанем наш мягкий десерт, мягкое мороженое. Тоже очень красивое и вкусное. Емкости такого небольшого объема надолго не задерживаются. Ложка врезается в массу достаточно легко. Консистенция плотная, но достаточно мягкая. Выложим несколько ложечек на тарелку. Айва очень полезная, и этот десерт можно есть как отдельно, так и в прикуску, например, с не очень горячим чаем.
Остальное убираем в морозильную камеру для хранения.